Всех приветствую, дорогие друзья, случайные гости, зрители моего канала. С вами я, Оскар Инк. Сегодня мы будем обзирать, так скажем, распаковку, обзор того самого Аегиса. Кто не видел, у меня есть обзоры на Эльбары. Вот эти одноразки, которые перезаряжаются. Вот, в итоге получилось, что одну я раздербанил, тоже есть видео на канале, он будет с этой стороны. Вот, и ее, короче, дозаряжали. Фишка в том, что она переливается в любом случае. Как бы единственное, что вот это, по-моему, не переливается. И то все равно она вот здесь вот начинает замыкать из-за жижки. И поэтому было принято решение замутить себе вот такую штуку. Ну как замутить, мне на 23 февраля подарила девушка. Вот, и сегодня наконец-то он приехал. Вот, и поэтому мы с вами сейчас будем обзирать, делать обзор. Так получилось, что у меня еще остались вот такие вот батарейки, как раз на него 18650. Вот. И поэтому мы тоже засечем. Они давно лежали, не знаю, сейчас посмотрим на видео, сколько. Они уже, наверное, где-то около года лежали у меня, с тех пор, как у меня вейп. Я перестал вейпом баловаться. И на данный момент, сейчас посмотрим, если остался заряд, сразу зальем. Если не остался заряд, то я подключу и посмотрим, за какое время зарядится с аккумулятора Аегис наш. Наш Аегис. И сразу жишку. Ваши, ребят, здоровья, с кайфом, кто подписался, кто смотрит меня, мои золотые. Хочу вас поздравить с прошедшим 23 февраля. Вот. И чисто от Джараджи Генга с кайфом полетели разбирать распаковку. Обзор на обзор. Вот. Взял жишку такую, короче. Здесь заливал, короче, колу хаски у меня. Хаски у меня, по-моему, закончилась. Вот шорю. Соли лил сюда. Вот, сейчас было принято решение, как бы, попробовать на менее, как бы, менее пагубную вот такую суету. Тут соли нету, 70/30. Киви дуэт. Это киви клубника, жишка. Что за производитель? Вроде как российский производитель. Ну что, мы полетели. Идем ближе сюда. Так, по старой наработанной схеме разорвал, как давно не рваши. Благо когти большие. Будем сейчас дербонить. Походу не получится. Возьмем ручку. Вот так вот. Сделаем по-вандальски немножко. Ну, я думаю. Зато метод рабочий. По-вандальски немножко, но метод рабочий. Так. Метод рабочий. Сейчас мы так вот. Джараджи разорвем. Geekvape вообще компания всегда очень хорошо запаковывает свои продукты. Сколько у меня было? У меня был Aegis мод, потом с баком ZES. Вот. И поэтому я решил Aegis. RDTA N510 коннектор Assault Aegis Boost Pro Kit. Что у нас IP67, что 18650 через Type-C. Так, койлы тут до 100 Вт поднимает. Вот, что еще тут. Короче, полетели смотреть, что тут у нас. Встречаю вот такая коробочка, все новое. Вау, что за анаконда вообще. Очень круто смотрится, реально очень круто сделано. Кто-то говорит, что тут косая строчка. Но она не косая, она так и должна быть. Не знаю, у меня ровная строчка. Знаю, потому что Оскар Инк будет обзоры кидать. Пленочка, все четенько. Так. Прикольно, что он ставит. Вот здесь вот это прорезинено сразу. Первое впечатление, что я думал, сейчас он будет гремешать. Ставлю плотно на стол, стоит такой вот, реально так вот. Непривычно на самом деле. Так, отсюда давайте посмотрим здесь. Потом дойдем до коробочки. Обзор воздуха, дуо воздухана. Ну, плотно, кстати, двигается. Так вот он регулируется. Так, что здесь? Здесь вот такой вот. Сейчас мы еще дополнительно откроем, посмотрим. Очень легко садится. Что тут? Это что за пимпочка? Я так полагаю, это для заправки. Да, это для заправки. Ну, что это она? Вот так вот. Открывается она вниз щелчком, так понимаю. Вниз щелк. Вот он. Щелчок вниз и вверх она отходит. Как обычно, по старой наработанной схеме. Здесь уже, я так понимаю, уже стоит испарик. Ногтями он вытаскивается, я видел. Но тут есть еще вроде бы как ключик. Ладно.
Его мы посмотрим. Так. Вот эта вот штучка очень так вот интересно сделана, качественно, прорезиненная. Кнопочки. Сейчас мы это все запустим, все это дело. Так, пленочка. Пленочку, как всегда, мы снимем. Вот это. Пчик. Новенькая тема. И положим коробочку куда-нибудь будущему владельцу. Покажем, что мы новые брали, что, блин, ее потерять можно. Так, пускай здесь вот так лежит. Так, вот эта вот штучка для аккумулятора. Все очень плотно, очень хорошо сделано. Ой, резьба тугая, конечно, с о-рингом. Влагозащищенность, так скажем. Ладно, это вот сейчас мы все равно будем раскручивать, смотреть. Все очень плотно, не гремит. Кнопочки очень, очень тактильно приятные, на самом деле, реально. Ну, она нестандартной формы, как всегда, но, как всегда, очень удобно. В руке очень круто сидит, на самом деле. Очень удобно. Так, сюда он вот так вот, вот так. Вот так вот втыкается и защелкивается. Да, очень круто, на самом деле, сделано. Ну, это, конечно, как мы попарим попозже. Сейчас смотрим, что у нас в комплекте. Идем сюда дальше. Без дыма мы, конечно, не можем. По-любому по пути мы делаем движение. Дальше проверяем, что у нас по коробочке. Дальше посмотрим. Так, разъем, что тут зарядка. Зарядка. Я много, кстати, смотрел обзоров по зарядке. Он сверху вот так вот делается. USB Type-C, что очень приятно, потому что у меня все девайсы на данный момент, практически абсолютно все на USB Type-C. Так, коробочка. Все очень плотно подогнано. Geekwave на самом деле реально молодцы в этом плане. Макулатура. Что тут еще? Так, встречает нас такая вот коробочка интересная. Что тут у нас в коробочке? Она так не открывается. Со всех сторон просто снюс. Опа. И спарик. Короче, оно все вот так вот делается, чтобы оно здесь вот так оно лежало. А вот этот ключик самый, тот самый. Так, USB Type-C кабель. Ну, кабель. Нет, кабель хороший. Кстати, прорезиненный. Сам кабель нормальный. Не такой, как с Алика, если заказывать. Вот. Так, что тут? Сейчас эту коробочку сразу мы извлекаем. Этот ключик, кто не знает, это для того, чтобы вот здесь вот доставать испаритель вот этот вот. Что у нас? На 0,2 ампера. 60-70 ватт он парится. Вот так вот просто поддевается и вытаскивается. Вот он сам испаритель. Внутри сетка. Вроде как говорят, что он очень вкусный. И я вам сразу, кстати, по пути сообщу, насколько разница по вкусу отличается. Если вот сюда заливать жижку, эту же жижку я сюда и залью. Проверим по вкусу передачи. Ну как вообще посмотреть, понять. Меж. Вот он так вот садится. Четенько в пазы. Не крутится. Ну, довольно легко он садится. Проталкивать. Все, он садится очень легко, быстро. Сюда мы это делаем. Сейчас проверим наши АКБшки, насколько они работают. И обязательно досмотрите до конца. Я обязательно замерю, насколько вот эта вот вся движуха будет работать. Я уже даже забыл, как. А, вот она. У меня VTC-шки. Кстати, очень порадовало, что бронировали, когда покупали. Он стоил этот сет 2750. Сейчас я пришел в магазин, на витрине, ну, в связи с последними событиями на Украине, Россия, то, что там санкции. Вот, комплект сразу 3450. Сразу не задумался, говорю, сразу заворачивайте, говорю, давайте. Вот. Сразу зацепил моментально, думаю, чё, блин, 2750. Неделю назад его бронировали. Сразу, короче, так. Как всегда, головой сюда пихаем. Не знаю, повторяю, VTC-шки 5 батарейки. Опа, нифига. Дисплей начал работать, ты смотри. Только с батарейкой
Его надо поднадавить, короче, так он сам не закручивается. А дисплей что-то заморгал. Интересно. Интересно. Опа. Пожалуйста, вот он VTC-шки 5. Вот тут маленький, короче, заряд батареи. Но он почти полный. Это же жесть какая-то. Вот это новости. Вот это да, вот это VTC-шки. Давно покупал они новую практически, да. Это VTC-шки 5. VTC 5A. Вот это ништяк, вот это нежданчик. Офигеть, батарейки год лежали у меня. С тех пор, как у меня был Aegis мод. Так, а что тут? Два дрип-типа, кстати. Вот они, можем обратить внимание. Какие они вообще? В чем у них разница? Что я не пойму. Честно, разница похожа. Такой что-то. Не пойму я что-то. Сильно разница, я что-то не понял. Это как-то потолще, что ли, непонятно. Такое ощущение, как будто они одинаковые. Если есть разница, ребят, напишите в комментариях, кто знает, в чем фишка. Вот. Так, сейчас мы заливаем сюда жижку. Какую жижку? Ну, давайте солью также и зальем. Проверим наши соли. Ну, я заливаю ту же самую жижку, как и вот в эти я перезаправлял. Чтобы было понимание, насколько разница такого танка. Сразу сходу просто. Сразу же, моментально заправляем всю эту движуху. Бачок у нас тут, кстати, на сколько? Сколько миллилитров? Короче, 4-5 миллилитров, по-моему, вот этот сам бак. А, 6 миллилитров. 6 миллилитров, будь здоров. Так, заправляем. Единственное, что у меня были сомнения, я хотел Драк S. То, что вот здесь вот не очень удобно смотреть, вот сколько жижки тут. Вот. Ну, половинку запаем, я думаю, будет достаточно. Мой золотой, никуда не вылетай. Вот. Надо, чтобы чуть-чуть, буквально 2 секунды. Налил я очень аккуратненько, очень аккуратно. Никуда жижка мимо не капнула. Так. Нет, не капнула. Так. Потому что, ну, вот это вот, конечно, вот эта вот штука, конечно, закрывается не очень легко, не очень удобно. Так, обдув. Обдув на максимум, посмотрим, поставим. Там дальше как будет уже. Так, это мы сейчас в порядок приведем. В коробочку все закинем. Так, пока сейчас буквально 2 минуты, пока мы все это соберем. У нас все это дело пропитается. Это делается для того, чтобы, как бы, который испаритель там стоит, чтобы он немножко, ну, как бы, да, пришел в себя немного. Чтобы его на сухую не парить. Вот. Так, ключик. Ключик, не знаю, наверное, пригодится. Поэтому мы его далеко не будем убирать. Type-C-шка нам, наверное, не пригодится. Макулатуру мы тут тоже сложим. Дрип-тип он сразу сюда пойдет, потому что разницы я в них не понял. И думаю, она не такая важная, существенная. Что нам испаритель? Испарить пускай далеко не будем убирать. Это макулатуру сюда. Это вот сюда. Ключик. Ладно, ключик пускай на поверхности. Со всем этим добром вот здесь вот так лежит. Потому что он нам все равно пригодится. Type-C-шный. Интересно, кстати, за тот аккумулятор. Ну, конечно, я не рекомендую заряжать напрямую, потому что только платы на 200 могут, ну, не чувствуют разницы, то ли через дополнительную зарядку. Здесь есть USB Type-C, но на днях я все равно себе приобрету как бы зарядник, чтобы заряжать сразу и не париться. Открыл, перекинул, как дробовик, перезарядил, пошел дальше. Так, ну я думаю, он постоял, в принципе, достаточно. Начнем с 20, что он покажет нам. Так, поднимаем 25. Пошла жара. Есть контакт. Кнопку обязательно нужно нажимать. Здесь Boost Pro. Так, еще поднимаем. Делаем 30. Уф. Тяжелая тема.
Это не на этой теме, парень. Поднимаем, еще делаем. 35. В испарителе заявлено 60-70 ватт можно парить. Поднимаем до 40. Получаем на 40 ТХ по горлу. Наполовину прикрутил. Делаем. Ну, не знаю, может быть это только начало. Ну да, конечно, не просто жишку обычную, это, напоминаю, 20 миллиграмм здесь как бы. Здесь сколько вообще? Неужели он мне положил без этого? А, трешка, это трешка классика. Так, прикручиваю немного. Пошла жара. Да, буквально 2-3 тяги, и все, уже ничего не хочется от этой жизни. Чисто. Аджара Джигенга, честно. На полтиннике он начинает уже накидывать жишку. Летят сопли. Сопли, не сопли. Полный обдув делаем. Прям взрывает он на полтиннике. Ну, 2-3 тяги. И сразу же будь здоров. Держи, не кашляй. Навал есть. Ну, как обычно, переключение режимов. Байпас, Power. Ну, оставим на пауэре. Дальше у нас пробуем. Жишка у нас. Жишка у нас вылетает просто, конечно. Ну, давай. Ну, сейчас попробуем вольнуть. Сколько он дает? 60-70. Ну, давай на 60. Навал есть. Вкус по вкусу. Я скажу вкус сразу. Ну, процентов на 40 пободрее, чем. Ну, здесь такое лайтовенькое, конечно, движуха. Здесь прям серьезно по-взрослому. Но на 60 он 70 даже перевел. На 60 он плюется. Если на 40 вот так вот, чисто символически. Не пойму, почему он хлюпает. Или конденсат это. Прям жижу забрасывает. Выплюнул и запил. Жижу забрасывают прям сильно, если тянешь. Не пойму из-за чего. Либо сильно тянуть нельзя, либо обдув может быть подзакрутить. Обдув подзакручиваешь и жижу. Ну, это ты привык. Ну, это привык, конечно. Надо. Не, ну сильно, видишь ты, ну. На 40, короче, самый ништячок. Поэтому, ребята, вот такой был небольшая такая распаковочка, небольшой обзор. Поэтому, кому интересно, задавайте вопросы. Аджара Джигенгас за лайк приветствуется. От Душинский чисто. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите вопросы. Дальше я потом попарю вот это вот. Не знаю, посмотрим, какие там результаты будут. Ну, тут сразу, как дал, так дал. Вот. Сет мне зашел лично, прям сходу из коробки. Прям, ну, я знал, что я, конечно, беру. Вот, у меня разные обзоры есть на канале, вот, поэтому обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, как бы я свои ништяки, которые там приобретаю, я делаю обзоры, рассказываю, делюсь впечатлением, опытом. Вот, если есть какие-то лайфхаки, какие-то советы, вообще буду рад прочитать, все комментарии читаю, рад выслушать. Поэтому до новых встреч, давайте, ребят, до свидания.